Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео покажу вам несколько простых и вкусных идей для завтрака на тот случай, когда совершенно нет идей, что вкусного приготовить, чтобы зарядить себя на целый день. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписатися на мой канал, если ви до сих пор ще этого не зробили. А також, якщо ви з України, підписуйтесь на мій другий канал, де всі мої відео виходять українською. А також підпишіться на мій інстаграм, бо там ще більш цікавого та корисного контенту. Ну а теперь, когда вы подписались, давайте переходить к рецептам. Итак, для первого рецепта возьмем обычный твердый сыр и натрем его на мелкой терке. Здесь его примерно 30 грамм. На разогретую сухую сковородку я отправляю кунжут, примерно 3 столовые ложки. Делаю так, чтобы в середине было пустое пространство, а кунжут был по краям. Выкладываю сверху тертый сыр. Все это делается на небольшом огне. Когда сыр начинает потихоньку плавиться, лопаткой подворачиваем края, чтобы у нас получились небольшие бортики. В центр кладу немножко масла кхи и теперь обжариваю там одно яйцо. Можно по желанию использовать 2 яйца. Готовлю как обычную яичницу на среднем огне, можно накрыть крышкой. Готовьте столько, сколько считаете нужным, в зависимости от того, как вы больше любите, чтобы желток был жидкий, либо же твердый. Подаем вместе с зеленью, каким-нибудь гарниром, в общем, на свой вкус. Посыпаю я сушеными томатами. Мне очень понравилось сочетание сыра, кунжута и яйца. Точно буду готовить так еще раз. И вам, конечно же, тоже советую попробовать. Напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. Сейчас как раз действует скидка на мое новое осеннее меню. Это сбалансированный рацион на 14 дней, который включает в себя большое количество вкусных, простых рецептов из сезонных продуктов. Так что, кому интересно, оставляю для вас ссылочку в описании. Для следующего рецепта возьмем овсяные хлопья долгой варки. Здесь у меня их 40 грамм. Измельчаю их в мелкую крошку. Теперь к ним добавляю одно яйцо, кефир, 1 чайную ложку какао, разрыхлитель и подсластитель по вкусу. Перемешиваем до однородности. Разогреваем сковородку, добавляем немного масла и обжариваем как блинчик. Но это у нас получился не совсем обычный шоколадный овсяный блин. Сделаем из него небольшой тортик. Идеальный вариант завтрака для тех, кто любит сладкое. Я разрезаю его на 4 одинаковые части вот таким образом. И теперь для приготовления крема возьму 100 грамм йогурта и смешиваю с подсластителем. Для начинки возьму банан и также немножко размороженной вишни. Можно использовать любые ягоды на ваш вкус. Ну а теперь каждый кусочек смазываем сначала йогуртом, выкладываем фрукты и таким образом собираем небольшой кусочек тортика. Последним слоем тоже смазываю йогуртом и посыпаю какао. Такой завтрак точно поднимет настроение на целый день. Получается очень вкусно, а при этом ничего лишнего у нас в составе не было. Для следующего рецепта возьму 100 грамм творога, у меня он пастообразный, добавляю 1 яйцо и зелень шпината. Перемешиваю вместе до однородности. По желанию можно добавить немножко соли для вкуса. Пергамент застилаем противнем и отправляем на него нашу массу. Распределяем равномерным слоем, вот таким образом. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут, пока он не подрумянится. Тем временем нарезаем немножко сыра для начинки. Когда корж готов, выкладываем сверху на него зелень, у меня сыр моцарелла и нарезанный ломтиками помидор. Теперь это все сворачиваем в плотненький рулетик. В качестве начинки вы, конечно, можете использовать и любые другие ингредиенты на свой вкус. Экспериментировать тут можно довольно долго. Можно хранить прямо вот так вот, если вы приготовили такой завтрак заранее, либо же можно взять его с собой в качестве перекуса. То есть это довольно универсальный вариант. Ну и на вкус, конечно, получилось очень даже неплохо. Для следующего рецепта возьмем овсяные хлопья долгой варки, добавляем 1 яйцо и половину банана. Вторая половина нам не понадобится. Теперь с помощью вилочки разминаем это все до более-менее однородной массы. Добавляем молоко, разрыхлитель, подсластитель и хорошенько перемешиваем. Переливаем это все в форму для выпекания. Для начинки я в этот раз взяла белый шоколад и замороженную малину. Шоколад я нарезала мелкими кусочками. Выкладываю просто сверху. Можно перемешать тут по вашему желанию. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться на 20-30 минут.
Пахнет просто нереально вкусно, хочется поскорее попробовать, но не повторяйте моих ошибок, он очень горячий, если есть его сразу из духовки, поэтому лучше немного подождать, чтобы он остыл. Но в любом случае это было просто невероятно вкусно. Еще один супер быстрый вариант завтрака. Берем одно яйцо, перемешиваем вилочкой и начинаем обжаривать как тоненький омлетик с обеих сторон. Сковородку я слегка смазала маслом. Далее берем круглый лист лаваша, либо же тортилью и смазываем 1 столовой ложкой майонеза. Лучше, конечно же, использовать домашний майонез собственного приготовления. По-моему, недавно я даже показывала вам рецепт. Сверху кладу лист салата и наш омлетик. Его можно свернуть таким образом, чтобы было удобнее. Далее возьмем консервированный в собственном соку тунец и выкладываем сверху. Также добавлю немного овощей, возьму огурчик и нарежу его тонкими кусочками. Конечно, с начинкой тут тоже можно поэкспериментировать. Заворачиваем в рулетик. И вот такой вот удобный вариант завтрака у нас получился. Его можно приготовить заранее, либо же тоже взять с собой. И хоть я не очень люблю тунец, в таком варианте он был очень даже вкусный. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео. Также напоминаю подписаться, если вы до сих пор этого не сделали. С вами была Оля. Увидимся с вами в следующих роликах.